Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе уже более 2 десятилетий, но до сих пор достоверно неизвестно, зарегистрирован ли их брак официально. Это одна из самых закрытых звездных пар, информация о которой просачивается в СМИ буквально по крупицам. Поэтому поклонникам не остается ничего другого, как строить всевозможные домыслы и предположения из каждой оброненной фразы или опубликованной фотографии. Давайте узнаем, как неудачное знакомство Анны и Энрике переросло в счастливый брак, как выглядят их 3 детей и где они живут сейчас. Анна Курникова – одна из самых известнейших в мире российских спортсменок. Несмотря на то, что она добилась только 8-го места в спортивном рейтинге, Анна была популярнее многих других прославленных соперников. Она очень рано ворвалась в мир профессионального тенниса. В 14 лет выступила за сборную в Кубке Федерации, а на Олимпийских играх 1996-го стала самой юной российской участницей в истории Олимпиады. В период пика популярности имя Курниковой лидировало в запросах Google, а читатели журнала FHM поставили ее на первую строку сотни самых сексуальных женщин мира. Курникова завершила профессиональную карьеру в 2003 году из-за травмы. На тот момент ее доход оценивался в $50 миллионов. Курникова покинула большой спорт, но ее имя не покинуло страницы СМИ. Жизнь спортсменки стала еще ярче, чем во время выступлений на теннисных кортах. Она сыграла эпизодическую роль в фильме, снялась в клипе, рекламировала нижнее белье, часы, ракетки, видеоигры и мобильные телефоны. Доходы от рекламы превышали гонорары за турниры, а лицо часто мелькало на обложках глянцевых журналов. Она была завидной невестой. Энрике Иглесиас, сын Хулио Иглесиаса, популярного испанского певца, тоже, как и отец, стал артистом. Продажи пластинок Энрике составили 100 миллионов экземпляров. На съемках клипа под названием «Escape» в 2001 году он встретил Анну. Его агент предложил Курниковой сняться в этом клипе, а поскольку та имела много свободного времени из-за травмы, то согласилась, не раздумывая. Теннисистка явилась на съемочную площадку с распущенными волосами и модном топе, без бюстгальтера. Энрике был сражен с первого взгляда. По сценарию у них должны были быть поцелуи, но бытует версия, что певец отказался целоваться с девушкой. Не подавая виду, что его пульс зашкаливает, он сухо поприветствовал ее и сказал режиссеру: «У нее герпес на верхней губе, я не хочу заразиться и не буду целоваться с прыщавой малолеткой». Продюсер переживал, что спортсменка откажется сниматься и потребует неустойку, но Энрике был уверен, Анна не только держит удар, но и умеет отвечать. У Курниковой чуть не случилась истерика, ведь она привыкла сама манипулировать мужчинами. «Наглец, зазнайка, отвратительный тип, как он посмел? Что он вообще о себе вообразил?» – кипела девушка. Но она не впервые участвовала в съемках и знала, что контракт есть контракт, никого не волнует ее мнение и ее настроение. Гримерша профессионально скрыла все, и Анна отработала сцену на полную катушку. Сумасшедшие страсти, кипевшие на съемочной площадке, принесли клипу невероятную популярность. Иглесиас получил премию «Лучший латиноамериканский певец года». Альбом «Escape» до сих пор остается самым коммерчески успешным. Его суммарный тираж составляет 10 миллионов экземпляров, а одноименный клип набрал на YouTube более 163 миллионов просмотров. После выхода клипа журналисты стали охотиться за парой, надеясь увидеть их вместе еще. Но это случилось лишь на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, где они появились на красной дорожке, держась за руки. Режиссер Дэйв Мейерс заявил в интервью, что это он способствовал их сближению. Якобы певцу давно нравилась теннисистка, и Дэйв пригласил ее для съемок, внеся в сценарий эпизод с поцелуем, хотя в контракте был пункт «никаких поцелуев». Естественно, роман стал набирать обороты. Иглесиас назвал подругу той самой девушкой, с которой можно отправиться в горы или поесть гамбургеров в недорогом кафе. Она не любит шумные вечеринки и красные дорожки, всегда может понять и простить. К тому времени он и сам уже начал уставать от своей популярности, так что в лице Курниковой нашел родственную душу. Второй раз они вместе вышли в свет через год на премьеру фильма «Однажды в Мексике», где Энрике сыграл одну из ролей. Вскоре стали появляться и слухи о тайной свадьбе. Интерес к этому подогрела фотография Анны с кольцом с огромным камнем на безымянном пальце, однако комментариев не последовало.
В 2011 году на концерте в Москве Иглесиас впервые назвал Курникову своей женой. Это всколыхнуло новую волну предположений о браке, но Энрике развеял сомнения публики. «Я не собирался вводить людей в заблуждение, подумал, что зрителям так проще будет меня понять, чем если бы я сказал «моя девушка». Сплетники обвиняли пару в рекламной интрижке, придумывали разводы, расставания и тайные свадьбы. Энрике и Анна не выкладывали совместных фото, не делились планами на жизнь и не привлекали к себе внимания. Они просто были вместе. В 2019 году Анна на своих страницах в соцсетях стала указывать двойную фамилию – Курникова-Иглесиас. Официальных заявлений о браке пара никогда не давала, но в 2023 году появилась информация, что свадьба все-таки состоялась. Якобы об этом проговорился младший брат Энрике, но правда это или нет, никто в точности не знает. То, что пара долго не регистрировала официально свои отношения, является нормой для многих стран. Иглесиас говорит так: «Я полностью убежден, что нет необходимости в куске бумаги, ведь он не доказывает всех чувств, не демонстрирует любовь тому, кого вы выбрали. Анна однозначно главная женщина в моей жизни». Кроме того, однажды он признался, что боится развода, так как его собственные родители развелись. Тем не менее, он не раз предлагал любимой пожениться. «Но она не обращает на меня никакого внимания». Мнение Курниковой по этому вопросу схожее. Главное – доверие, а статус не важен. Анна и Энрике ведут очень закрытый образ жизни и редко посещают светские мероприятия. Интриги добавляет и сам Иглесиас. То он называет Анну своей женой, то заявляет о разводе. Понятно, что подогревает интерес к своей персоне, ведь его песни, обожаемые девушками в возрастном диапазоне от 15 до 70 лет, будут лучше продаваться в том случае, если они будут знать, что он свободен. В 2022 году прошла новая волна слухов о разводе пары. После одного из концертов на сцену к певцу выбежала фанатка и страстно поцеловала его в губы. Тот не растерялся и ответил на поцелуй, приобнял и начал фотографироваться. Вел себя так, как будто его сердце свободно. После этого на странице Иглесиаса появилось трогательное видео, нарезка из кадров Анны и Энрике с поцелуями, объятиями и нежными взглядами. Под постом 3 сердечка и руки, сложенные в молитве. Подписчики начали гадать, он за что-то просит прощения? После этого на выступлениях фанаты стали замечать отсутствие у певца настроения. Он будто сам не свой, что, конечно, сразу приписали последствиям развода. Что касается ссор в семье, то они, безусловно, случаются. Одна из причин – любимые собаки Энрике, которых Анна очень балует. То разрешает спать в кровати, то кормит арбузом, что ужасно злит Иглесиаса. В 2017 году у пары родились двойняшки – Николас и Люси. От близкого окружения было известно, что у них долго не получалось зачать ребенка. Поскольку они ведут закрытый образ жизни, информации о беременности теннисистки не было, и рождение детей стало настоящей сенсацией. Когда дети подросли, родственники стали замечать, что Люси больше похожа на маму, такая же светленькая, а Ника – на папу. В 2020 году родилась еще одна девочка. Энрике присутствовал при родах, а выбрать имя новорожденной доверил жене – Мария, Мэри. Девочка получилась в маму, светленькая и голубоглазая. Дети знаменитостей говорят сразу на 3 языках – русском, английском и испанском. В соцсетях нечасто можно увидеть фото звездных детишек, но подписчики обратили внимание, что на одном из видео старшая девочка кричит на русском языке «Давай, давай!». Ребятишек с детства приучают к спорту. Они много плавают, так как живут у моря, играют с папой в футбол. Родители считают, что одна из дочерей могла бы пойти по стопам матери. Все свободное время пара посвящает детям. Для Энрике стали тяжело даваться гастрольные туры, он очень скучает по близким. Брать их с собой он пока не может, перед выступлением ему необходима тишина, а дети еще очень маленькие, чтобы это понимать. «Я не люблю безумия за кулисами», – говорит Иглесиас. Певец уже задумывается о том, чтобы совсем отказаться от гастролей. «Есть дни, когда мысли остановиться посещают мою голову. Возможно, это произойдет в самые ближайшие годы. Но пока ограничивается 3 концертами подряд, потом он должен обязательно вернуться домой». С родительскими обязанностями он легко справляется и сам, несмотря на наличие нянь и помощников. Может накормить и искупать детей, маленьким менял пеленки и подгузники. Однажды заснул во время кормления младшей дочери, признав позже, что все-таки не стоит отказываться от помощи.
«Я не сплю, но я прекрасно провожу время. Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете», – делился счастливый Энрике своими чувствами. Иглесиас не устает называть Анну невероятной матерью, а себя самым счастливым человеком. Еще он говорит, что с рождением детей стал более ответственным, даже на машине ездит медленнее. «Стараюсь 100 раз подумать, прежде чем совершить какую-нибудь глупость. Я надеюсь стать классным, веселым отцом». Энрике и Анна живут в роскошном двухэтажном доме в Бэй-Пойнте, Майами, куда они переехали еще в 2013 году. Ими было куплено сразу 2 участка, так что теперь это огромное поместье площадью 2000 квадратных метров, оцениваемое экспертами в $26 миллионов. Район тихий и представительный, в соседях у пары голливудский актер Мэтт Дэймон, певица Шер и певец Рики Мартин. Помимо дома на участке есть теннисный корт, баскетбольная площадка, открытый бассейн, детская площадка, хозяйственные постройки и домики для прислуги, гараж и, самое главное, частная пристань, откуда они всем семейством отправляются на морские прогулки на собственном катере. Дом выполнен в стиле футуризм из серого камня, во внутренней отделке преобладают белые и кремовые тона. В нем 5 спален с собственными ванными комнатами, кухня с винным погребом, гостиная с домашним кинотеатром, тренажерный зал. С огромной террасы открывается шикарный вид на залив Бискейн. Пара живет достаточно уединенно, светским вечеринкам предпочитая тихие семейные вечера перед домашним кинотеатром, в которых участвуют и домашние питомцы, их 2 – овчарка и лабрадор. Анна сама выполняет многие домашние обязанности, покупает продукты, готовит, занимается детьми. Ее день начинается в 6:30 утра с приготовления завтрака. Затем следует образовательная прогулка с детьми, в ходе которой они учатся различным языкам и обмениваются полезной информацией. Время на себя она может выделить только после того, как уложит всех спать. Энрике называет жену супермамой и лучшей женщиной на планете, ведь она до сих пор остается самодостаточной и интересной личностью. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео.